Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Тайга в тот год была неласковой. Лето выдалось аномально жарким и сухим, выпив соки из ягодников и превратив прозрачные ручьи в липкие ниточки грязи. Кедровка кричала надрывно, предвещая беду, а ели стояли серые от пыли и зноя. Голод — это от-коаид. Это слово висело в воздухе вместе с маревом лесных пожаров, бушующих где-то на горизонте. Медведица, которую местные егеря между собой называли «седой» из-за светлого пятна на холке, шла по лесу тяжело. Ее бока ввалились, а шерсть утратила былой блеск. За ней, едва поспевая и постоянно спотыкаясь о выпирающие корни, семенил крохотный комок меха, ее единственный медвежонок. Он уже не просил играть, как в начале июня. Он просто шел, опустив голову, стараясь держаться поближе к материнскому боку. Седа искала еду 2 суток без сна. Она перерыла десятки трухлявых пней в поисках личинок, но земля была слишком сухой. Инстинкт вел ее на север, к старым делянкам, где когда-то звенели пилы, а теперь царило запустение. Именно там, среди вековых елей, воздух внезапно изменился. Запах ударил в ноздри. Густой, сладкий, тягучий. Мед. Медведица замерла. Ее ноздри затрепетали. Где-то высоко в расщелине старой наполовину засохшей ели находился улей диких пчел. В другое время она, возможно, была бы осторожнее, проверила бы дерево на прочность, но сейчас голод затуманил рассудок. Мысль о калориях, которые спасут ее и малыша, была сильнее страха. Она начала карабкаться. Когти скрежетали по сухой коре, вырывая щепки. Медвежонок остался внизу, испуганно глядя вверх и тихонько поскуливая. Чем выше поднималась Седа, тем сильнее раскачивался ствол. Ель была старой, ее сердцевина давно подгнила от подпочвенных вод. Когда до заветного дупла оставалось всего пара метров, раздался звук, который в тихом лесу прозвучал как выстрел. Треснул сук, на который медведица перенесла основной вес. Мир для Седы перевернулся. Она не успела зацепиться. Слабеющие мышцы подвели. Тяжелое тело рухнуло вниз с 10-метровой высоты, ломая по пути сухие ветви. Но самое страшное случилось у земли. Вместе с ней вниз сорвался огромный массивный обломок ствола, который, словно карающая десница леса, придавил ее к корням. Удар был страшным. Медведица лишь коротко выдохнула, когда тяжесть дерева сдавила грудную клетку и таз. В глазах потемнело, и мир для нее перестал существовать. Медвежонок подбежал к ней мгновенно. Он тыкался носом в ее неподвижную морду, облизывал закрытые глаза, хватал зубами край уха. Он пытался подлезть под упавшее дерево, толкнуть его маленьким плечом, рыл землю когтями, чтобы освободить мать. Его тонкий жалобный крик разносился по тайге, но лес молчал в ответ. Наступили сумерки. Темнота в тайге — это время хищников, которые не знают жалости. Медвежонок слышал, как вдалеке, за распадком, завыл волк. Сначала один, затем ему ответил второй, третий. Стая чувствовала запах крови и слабости. Любой другой зверек его возраста уже давно убежал бы и спрятался в густом малиннике или залез на дерево. Но медвежонок не уходил. Он чувствовал слабое, прерывистое дыхание матери. Весь вечер и всю долгую холодную ночь он просидел рядом с ней. Когда страх становился невыносимым, он прижимался к ее теплому, хоть и неподвижному боку, пряча нос в ее шерсти. Он был маленьким стражем у врат смерти. Когда шорохи в кустах становились слишком громкими,
Он поднимался на задние лапы и издавал смешное, неокрепшее рычание, стараясь казаться больше и страшнее, чем был на самом деле. Волки не подошли, возможно, их отпугнул запах крупного медведя, а, возможно, сама природа решила дать им шанс. Эрик Хольм, старший инспектор северного участка, не любил это лето. Жара изматывала людей и зверей, а отчеты о падении популяции копытных не внушали оптимизма. Утром он вместе с 2 егерями отправился в объезд дальнего квадрата. Там были замечены следы браконьеров. Они вышли на поляну около 8 утра. Первым медвежонка заметил молодой егерь Нильс. «Смотрите», — прошептал он, вскидывая бинокль. «Медвежонок? Один?» Эрик присмотрелся. Малыш сидел на поваленном дереве, его маленькая фигурка четко выделялась на фоне серой хвои. Увидев людей, он не бросился наутек. Он встал, пошатнулся и издал звук, похожий на всхлип. «Он нас зовет», — тихо сказал Эрик. «Осторожно, ребята. Где-то рядом должна быть мать». Когда они подошли ближе, перед ними открылась трагическая картина. Огромная медведица лежала под завалом. Ее грудь едва заметно вздымалась. Медвежонок не проявлял агрессии. Он смотрел на Эрика с какой-то нечеловеческой надеждой в маленьких черных глазах. «Живая», — констатировал Хольм, прощупав пульс набедренной артерии, предварительно убедившись, что зверь в глубоком беспамятстве. «Но если не поднимем дерево сейчас, у нее откажут почки или начнется некроз. Нильс, за домкратом к вездеходу! Быстро!» Следующие 3 часа превратились в слаженную операцию по спасению. Егеря соорудили рычаги из валежника и использовали гидравлический домкрат, принесенный из машины. Медвежонок все это время не отходил ни на шаг. Он крутился под ногами, мешал, но никто не прогнал его. Когда ствол, наконец, удалось приподнять и оттащить в сторону, Эрик увидел масштаб повреждений. «Глубокие рваные раны, возможно, перелом таза», — хмурился он. «Она слишком слаба от голода, чтобы восстановиться самой. Везем в центр». Загрузить взрослую медведицу в прицеп вездехода было задачей не из легких. Пришлось использовать транквилизаторы, чтобы она не пришла в себя в пути и не покалечила людей от испуга. Медвежонка просто подхватили на руки. Он сначала брыкался, но, почувствовав запах молока, Нильс догадался достать припасенную бутылку, мгновенно затих. В ветеринарном центре при заповеднике работа закипела с новой силой. Капельницы, обработка ран, рентген. Эрик не уходил из операционной. «Ну давай, Седа», — шептал он, поглаживая ее по грубой шерсти на лапе. «Ты же сильная. Тебе еще сына на ноги ставить». Прошло 6 часов. Солнце начало клониться к закату, окрашивая стены стерильного бокса в золотистые тона. Медвежонок, накормленный и напоенный, спал в углу на соломенной подстилке. Внезапно в тишине раздался глубокий гортанный вздох. Седа пошевелила когтями. Ее веки дрогнули. Медвежонок вскочил мгновенно, будто в него ударил разряд тока. Он в 3 прыжка оказался у головы матери. Его радостное повизгивание заставило медведицу открыть глаза. Ее взгляд сначала был мутным, блуждающим. Она увидела кафельные стены, странные огни, почувствовала запах лекарств. Инстинкт велел ей вскочить и защищаться. Она даже попыталась приподнять голову, издав глухое предупреждающее рычание. Но в этот момент малыш ткнулся носом ей прямо в щеку. Она замерла. Напряжение в мышцах начало спадать. Она узнала его запах. Понимая, что опасность миновала, медведица тяжело опустила голову обратно на подстилку. Ее лапа, еще дрожащая от слабости, медленно поднялась и легла на спину медвежонка, притягивая его к себе. Это было объятие, неуклюжее, звериное, но наполненное такой силой любви,
что у стоявшего за стеклом Эрика перехватило дыхание. «Смотри-ка», — прошептал Нильс, вытирая глаза рукавом куртки. «Она понимает. Она все понимает». Прошло 5 дней. Благодаря мощным антибиотикам и усиленному питанию, егеря не жалели рыбы и свежего мяса, Седа быстро пошла на поправку. Рентген показал, что переломов нет, только сильные ушибы и растяжения. Лес наградил ее крепким скелетом. Настало время прощаться. Оставлять дикое животное в неволе дольше необходимого было нельзя, она могла привыкнуть к людям, а это верная гибель в тайге. Ранним утром вездеход вывез клетку на ту самую опушку, где их нашли. Эрик лично открыл засов. Медвежонок выскочил первым. Он вдохнул родной воздух, пропитанный запахом хвои и прелой листвы, и сделал несколько кругов по поляне, задрав хвост. Затем он остановился и оглянулся на клетку. Седа выходила медленно, пробуя почву лапами. Она чувствовала себя хозяйкой этих мест. Она подошла к сыну, подтолкнула его носом в бок, призывая следовать за собой. Но у самой кромки леса она внезапно остановилась. Медведица развернулась к людям. Эрик, Нильс и другие сотрудники стояли у машины, не шевелясь. Между зверем и человеком было всего 20 метров. Не было ни рычания, ни оскала. Седа смотрела прямо в глаза Эрику. В этом спокойном, мудром взгляде не было страха, только странная глубокая признательность, которую невозможно описать словами, но можно почувствовать сердцем. Она коротко кивнула, или людям так просто показалось, и, развернувшись, скрылась в густых зарослях ивняка. Медвежонок, бросив последний любопытный взгляд на двуногих, прыснул вслед за ней. Тайга приняла их обратно. Лето все еще было тяжелым, но теперь Эрик знал, у этой семьи есть шанс, потому что иногда даже самый суровый закон природы отступает перед простым милосердием.